Привет, я Саша. Это мой канал Cooking Time. Cooking Time, моя кухня Cooking Time. Клубничный сезон в разгаре. Будем печь сегодня вкуснейшую клубничную галету. Сочная клубничная начинка. Все это невероятно вкусно, аппетитно, красиво. А главное, очень-очень просто. Тыц-пыц и готово. Как всегда, следите за руками. Поехали. Берем чашу для смешивания, добавляем туда муку, немного разрыхлителя, вот прям совсем чуть-чуть, чтобы тесто получилось более рыхлое. Сахар. Можете использовать сахарозаменитель, как это в данном случае делаю я. И все это необходимо перемешать с помощью венчика. Сливочное масло, заранее порезанное небольшими кубиками. Я держал его в холодильнике, потому что масло предпочтительно использовать холодное. Ну а дальше вы догадываетесь. Необходимо все это превратить, перетереть. Можно пальчиками, можно с помощью кухонного процессора в крошку. В процессе помогаем себе пританцовыванием, добавляя туда в чашу еще один важный ингредиент. Свое хорошее настроение. Вот такая получается крошка. Она не совсем мелкая и рассыпчатая. В ней остались такие совсем небольшие хлопья сливочного масла. Это сделает структуру теста для галеты такой более слоистой и еще более хрустящей ее сделает. Поэтому до прям совсем мелкой крошки растирать не нужно. Холодная, прям вот почти ледяная вода и такой же холодный, почти ледяной лимонный сок. Добавляю это все в чашу. Воду, лимонный сок, совсем немного, для того, чтобы сделать основу еще более вкусной и ароматной. Вот прям чуть-чуть ванильного экстракта. И все это пальчиками быстро, прям вот так вот в несколько движений собираем в тесто. Ничего месить не нужно, просто вот так вот собрали все вместе в такой шар, расплющили его до лепешки, такой толстой лепешки. Упаковываем в пищевую пленку, вот так вот еще немного расплющиваем. Постарайтесь сделать форму максимально круглой, так будет проще потом все раскатывать. И пока ненадолго, минут на 25-30 убираем в холодильник. Как всегда, традиционное напоминание о лайках. Друзья, пожалуйста, не забывайте их ставить. Можете поставить в конце, если видео понравится. Можете поставить сейчас авансом, а потом, если не понравится видео, заберете. Но, пожалуйста, про лайки не забывайте. Это очень важно для меня, моей работы, для того, чтобы видео на канале выходили чаще. И каждому из вас за вашу поддержку я бесконечно благодарен. Продолжаем. Пока там все охлаждается, займемся клубничной начинкой. Отщикиваем попки. Сейчас кто-то там обязательно скажет плодоножки, не попки. Что хотите, то и отщикивайте. Плодоножки у вашей клубники, отщикивайте плодоножки. Попки, отщикивайте попки. Почиканную клубнику необходимо порезать. Если клубника совсем крупная, режьте ее на четвертинки. Если среднего такого, небольшого размера, пополам. Совсем мелкую можно оставить и целиком. И сразу складываем в небольшую какую-нибудь чашу для смешивания. Вместо клубники можно использовать и какую-нибудь другую ягоду. Совсем мелко я не рекомендую клубнику нарезать. Ну, во-первых, это не так красиво будет смотреться, а во-вторых, мелко нарезанная клубника даст слишком много сока, и тогда основа у галеты, теста, получится таким клеклым. Такую можно оставлять прям целиком. Всю клубнику порезали, поместили в чашу, добавляем сюда кукурузный крахмал, сахар, и в начинку я тоже добавлю немного ванильного экстракта. Аккуратно, чтобы не повредить клубнику, перемешиваем, обваливая в сахаре, в крахмале. Очень-очень аккуратно, очень-очень бережно. И пока отставляем в сторону, пока тесто доохлаждается, пусть клубника со всем этим тоже немного постоит. А тем временем разогреваем духовку. До 355 в Фаренгейтах, 180 в Цельсиях. Присыпаем столешницу мукой. Вот так. Выкладываем на нее тесто подохлажденное. Хорошенько мукой припудриваем, излишки стряхиваем и раскатываем до толщины где-то 3-4 мм. Если видите, что получаются рваные краешки, не страшно. Это сделает галету только более красивой и такой по-домашнему уютной. В процессе пару раз вот так вот перевернем тесто, подсыпаем муку снизу, припудриваем сверху. Постарайтесь раскатать так, чтобы толщина пласта была одинаковой.
раскатали, вот так вот аккуратно закрутили на скалку и также аккуратно раскатали уже на противне, который предварительно застелили бумагой для выпечки. Вот так вот подровняли все излишки муки стряхнули. Чтобы основа получилась еще более хрустящей, я беру еще немного кукурузного крахмала, смешиваю его с небольшим количеством сахара и миндальной муки. Быстро перемешиваю и высыпаю на основу, отступая от краев, ну, где-то сантиметров 5-7. На вот это все присыпанное выкладываем клубнику, равномерно распределяя. Выкладывая клубнику, сок весь, который уже успел выделиться, туда на галету не добавляем. Нам нужна только клубника. Вот видите, сколько сока осталось? Он нам здесь не нужен. И уже руками вот так вот начинку распределяем. Все срезы я стараюсь располагать туда вниз, к дну галеты. И дальше очень просто вот так вот берем и сверху все это закрываем краюшками теста, подворачивая его с краев к середине. Вот так вот тыц, пыц, тыц, пыц. Стараясь ничего не порвать, чтобы ничего там не вытекло. Вот так вот быстро взбиваем желток с небольшим количеством молока и с помощью кисточки смазываем вот так вот все тесто. Все краешки галеты, чтобы они получились еще более красивые, румяные, аппетитные, хрустящие. И вот эту вот красоту ставим в духовку, уже разогретую до 180 градусов Цельсия, 355 Фаренгейтах. Выпекаться все будет минут 35-40. Тесто должно подрумяниться, должно пропечься, основа должна пропечься, донышко, клубника должна дать сок, и все это там должно так подзакипеть. Это значит, крахмал начал работать, значит, все получится как надо. Начинка получится густой, вкусной, сочной при этом. В общем, следим, главное, чтобы не сгорело. Как это красиво! Как это аппетитно! И как это ароматно, это просто нереально. Просто сумасшедший, невероятный аромат. Корочка такая румяная. Даем буквально несколько минут, ну 2-3 минуты отдохнуть на противне. Очень-очень аккуратно, потому что галета все еще очень нежная. Переносим, желательно на какую-нибудь решетку. Остывать галете лучше на решетке, чтобы опять же не размокало донышко. Буквально чуть-чуть кисточкой беру выделившийся сок, смазываю вот эти вот клубничины, чтобы они выглядели еще аппетитнее. Сразу резать галету не нужно. Дайте ей подостыть, дайте начинке схватиться, стабилизироваться. А потом уже можно и в теплом виде, с шариком ванильного мороженого, взбитыми сливками, и в остывшем виде, и даже в охлажденном виде, как угодно. Подостывший пирог, галету украшаем сверху, посыпая колотыми фисташками. Выкладываем на какое-нибудь блюдо для подачи, тарелку, нарезаем и наслаждаемся. Ну это же просто какое-то летнее распрекрасие. И пахнет очень по-летнему, и выглядит очень по-летнему. И на вкус это невероятно по-летнему. Очень вкусная клубничная начинка. Идеальная, тонкая, не клеклая основа. А вот так вот с взбитыми сливками. Очень опасная галета, потому что срочно нужно еще кусочек. Ну какая же невероятная вкуснота. Ты еще не знаешь. Мне кажется, я про каждый десерт, который ты делаешь, говорю, что это какое-то чудо. Но ведь это правда чудо. Шедевр. Оно так обволакивает все. Прям какое-то клубнично-сливочное счастье. Но я уж не знаю, если кому-то вдруг покажется, что ему не надо, то человек ошибается, потому что это всем срочно надо. Ну давай, раз ты все съел, завершай видео. Для разнообразия. Где список ингредиентов? Во рту у меня. Ты застал меня врасплох. Но я-то знаю, что список ингредиентов, как всегда, под видео. Что там еще?
или в прикрепленном комментарии. Или прикреплен в нем. Лайки. Пожалуйста, оставляйте свои лайки, комментарии, подкидывайте идеи, Подписывайтесь. на канал, делитесь чем там еще Всем всем. делитесь. С вами был Саша, он там за кадром. Cooking Time. Пока-пока.